Окей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Захваты. О, спасибо. Так, ладненько. Всем привет. Всем здорово. Ну шо? В третий акт. Надо как-то пробиться. Я еще немного был удивлен, потому что я сегодня увидел, а именно записи стрима. Ну типа, понимаете, о чем я, да? Все-таки был удивлен тем фактом, что я прошел игру. В том состоянии, в котором я играл. Так, для начала надо всех мошек найти. Так. Так, погодите. Ну, что-то нету. Прохода нету. А как будто должен быть, потому что... Ну, я хз. А, или он... Или он может на этой локации. Хилла. Привет, Гудзон. Здорово. Я вот... Гудзон, можешь мне пояснить кое-что? Как я вчера вот в бухом состоянии прошел эту игру? Ну, типа...
Я, походу, был ебать пьяный. Ну, типа, как я это сделал? Лал-лал-лал. Я хуй знает, ну... Я потом записи посмотрел, я такой, блядь, в смысле, типа... Я под конец гулять пошел. Ну да, я это помню. Но как бы я просто понимаю, что я был, ну, охуеть какой пьяный. Именно ты не так уж пьяный выглядел. Ну да, но я хуй знает. Я очень много пива выпил. Но буду честен, я типа реально много пива выпил. То есть я такой, как бы, с одной стороны подумал про себя, блядь, пиздец. Неужели я так хорош? А с другой стороны, бля, пиздец. Да нет, только одна мысль вот эта вот и приходила. То, что я вот был реально так хорош, что... Материл тут нас. Да, да. Хотел забанить за то, что долбоёб лал. Да. Да нет. Вот такого я не помню. Я хуй знаю. То есть мой, ну реально мне такой аргумент был. Было, да. Нормально, да. Причина бана — долбоебы. Нормально бы глянуть эту запись. Это я, ну, реально не знаю. Правда не знаю. Причина бана долбоёба. Не, ну вообще причина... Хорошо, я уже привыкший. Не, причина бана долбоёба, вот я бы сказал, это ну, достаточно хорошая причина для бана. Ну, типа, ну, согласитесь, это ж, ну, нормально. Ну, какой человек станет терпеть, ну, типа, долбоёба? Ну, согласитесь. Ну, вы-то, я уверен, не долбоёбы, но почему-то я тогда подумал, что долбоёбы. Мы о чем-то спорили вообще? Типа про Hollow Knight или еще что? На чего я так мог дискутировать яро? Блять. Ну я хуй знает, если честно. А чё ты еще раз проходишь то? До третьего акта надо дойти. Я ж по сути игру не прошел. Ну, как бы. Прошу вас, сударыня, не уходите слишком далеко. Тут единственный безопасный уголок во всем этом проклятом месте. Ну, это нормальная штука. Ну, в плане... Такое тоже было в Hollow Knight. Когда ты такой, типа, берешь и сражаешься с финальным боссом, а по факту тебе такие, ну, как бы, дают понять, что как-то, ну, как-то быстро все резко кончилось. То есть, типа, ну, дают тебе понять, что есть какая-то недосказанность, типа, знаешь.
И тут то же самое было. Я, в принципе, посмотрел, как я игру закончил на записи. И такой, ну, хуйня какая-то. Ну, немного нету. Странно, это очень. Как и в первой части, типа. Надо, ну, нормально закончить. Нормально надо. Вот. Эйра! Мне кажется, если поднять записи, так сказать, прошлого стрима, я прям, ну, досконально его изучу на тему того, как оно было. Мне даже кажется, что я такой скажу: а, так в этом причина была, почему я вас долбоебом называл. Я такой скажу: ну, все правильно. Ну, я хуй знаю. Ну, просто так, типа, говорить, что долбоебы. Ну, я тупо, ну, не стал бы, мне кажется. Ну, мне так кажется. Может, ошибаюсь. Так, окей. Великолепно. Окей. Сейчас всех блох найдем. Ха-ха-ха. Попался, блять. Блин, эти комары очень неприятные. Да ёб твою мать. Так, вот тут. А, это даже не там, где надо, но... Хотя... Не-не-не, все еще не там, где надо, мне кажется. Ну-ка. Еще ниже пойдем. Так это то место, где этот толстяк, что ли, застрял. Походу, это оно. Ёбаный рот. Все эти липкие жуки так неохотно делятся своими внутренностями. Всегда приходится их выгрызать, вытягивать, высасывать. Они должны гордиться, их небольшая жертва даст стабильную пищу моим свирепым детенышам. Да, жуткий ублюдок. Так. Вот что-то надо с этим чуваком сделать. Вот непонятно что. А? Антон, потому что папа еще не закончил. А то победить-то победил. Но победил я не до конца. Гордится, просто что ты играешь.
Toch pas? А может инструментом? Вообще как будто бы норм идея. А может сыграть надо в натуре. Блин, сколько прекрасных идей у меня появилось. Так. Подожди, а что это я брал? Вообще вот это классная штука. Но мне кажется, тут вот это вот надо. Да, еще быстро прийти. Ну и бур, в принципе, хорошая штука. Мне кажется, бур тут прям, ну, отлично подойдет. Нет, это новое. Там первая часть. Это уже относительно старая. А кто слушал? Так, ну вот так попробуем. Вот это да. Вот это. Блин, вот что-то надо делать, я сам не понимаю, что это вообще. Это почти. А то смотря как ты мир исследуешь. Для кого-то он новый будет, для кого-то он не очень новый. Ну потому что уже их видел множество раз. Так, ну. Петрогу опять какое-то веселье было, как я понял. Ну, типа того. Здрасте. Привет, Дима. Ну, я типа жестко ужратый был вчера, но при всем этом я прошел игру. Ну, очень даже типа. Ну там сложный босс по сути был, но... Хай, Рокси. Я что-то на пьяном мастере взял, прошел. Петрокси всегда орал, что мы гений. Да пиздишь, блядь. Я не мог такого феминисту.
Блин, как всегда, типа, человек пользуется тем, что ну, я не помню. Причина бана – долбоебы. Это можно всех сразу забанить и все. Ну, типа-то... А может быть, вот это надо, я не знаю даже. И вот тут я вот, например, Ну, вообще я вот то это останусь. поставлю. Ну, а кто его знает? А вдруг не останешься? Это как уж у меня в голове там, ну, что представится. Я сам вчера вечером литр крафтового выпил. Не пил, наверное, месяцев 9. Ну, работа, да, обязывает практически. Я уже пару лет толком не пью. Раз в полгода. Ну, это прекрасно, типа, на самом деле. Вообще. Да чё да? У меня таски пошли. И запись не тянет даже. Не потому, что ограничений просто не хочется. Блять, ну. А до этого бухал уф. А что за хуйня вообще? Да блин. Вчера сел такой, посмотрел новую серию Чужого. Я еще не смотрел, кстати. Ну надо бы, Ну надо я не бы. бухаю, как сам пришел. А чё новое уже? Шестая. Норм такая. Ай, я видел вроде. Я что-то жене предлагал посмотреть. Но она что-то прям, ну, отказалась. Санта-Барбара бесит в сериале. А так норм. Даже не, наверное, скучно будет, Да не! если не ее тема. Меня ее брат бесит, он так играет, что его убить охота. Топили. Ты знаешь, нормальный вроде. Да точно. Так. Такой есть Блядь. мальчик в слезах. Все, вижу, куда мне надо. Во, нихуя себе. А чё я такой глупый? Глупый. Ему и слова дают какие-то придурочные, и поведение какое-то как удобно. Да. Меня она бесит, сначала норм была. Вау, необычно, потом ужимки эти и зависания с открытым ртом заипали. Вот его убрать и сразу лучше станет. Ну, мне кажется, в целом, ну, типа, весь сериал начинает скатываться ближе к подростковому фильму какому-то, типа. Ну, то есть это не фильм про чужого и все такое, типа, это уже подростковый такой, А он типа, двигатель сюжета главный. ну, без спойлеров. Но уже ближе к, типа, очень странным делам. Так это отлично, чужой и монстры норм, а вот эти подростковые сопли бесят. Типа они все такие, типа, особенные, странные. Они дети. И это все таки, типа, классненько. Я как подросток это вообще обожаю. Бля.
Где я нахуй? Пиздец, я что натворил? Ну они поданы плохо, сама задумка, то, Месье? что детей во взрослые тела сунули и новая технология, и как они адаптируются, очень интересно, можно было бы раскрыть. Да, Типа да, но... Просто это все подается, как обычно, в этой голливудской манере, вот реально, по какому-то, типа вот этому поданы подростковому, как не так усик, по подростковому учебнику, вот а это делают вот. как сериал для зумеров. Ну типа да, вот, именно вот в таком ключе все идет. Учат, ходят по базе дети. И по песочнице. Ему лет 7, отпускают чужого покормить. Не рассказывай ничего. Ну и много тупизма, который двигатель сюжета, ага. А вот с кораблем не зашло. 5 серия. И первая серия топ. С кораблем я больше ржал, собрали 10 долбоебов. А остальное можно было сплющить в одну. Петроксике тогда. Дань Прометею, что ли? Я уж думал, что опять долбоебы то. Блин, вот это, конечно... Ну должны же норм набирать команду для миссии такой. Он мне Кинзодза напомнил. Кинзадза. Я Ну удаляю. пиздец. На корабле космическом. Только там в Книдзадзяне и то поумнее были. Инженеры дед и пацан тупой. Блять, Здорово, я не коллега, смотрел. лайк лол. прожал, прожми в ответ, будем гостевать. А, это в этом. Ты же смотрел Нолан вроде. Нет. Не смотрел, не смотрел. Ты же мне сам его советовал. Ну, пятую серию не смотрел. В том-то и дело. Все бан за спойлеры. Да вот как будто надо бы. Дэнсгрин. Опять я в этой моче, сука. Боже, как вот, бля. Мне кажется, в конце там этот глаз решить будет и всех спасать. Чё
Я не знаю. Я хуй знает. Блять. Ну я удивился, когда он на чужого напал. Я б так сделал. А вы можете, типа, общаться про эту хуйню там в личных сообщениях, может быть, еще как-нибудь? Не Ну, типа, спойлерили. Я хуй знает, но, блядь. Молчу. Я так, в общем, Блядь, обсуждаю. ну, типа, я не знаю. Пошел курить. Дрочите меня, хуй знает. Как будто бы на слабо берете опять. Блядь. Сиди, играй, что ты читаешь. Так я слышу, блядь. Dance Game. Умник ёбаный, блядь. Я слышу. Блядь. Сиди, играй, говорит. Бля, а потом еще говорит, нас долбоебами называл и перебанить. Ну, я что-то не удивляюсь тому, что я так говорил сейчас вот. Ну, буквально не удивляюсь. Я думаю, ну, видимо, я все-таки по делу говорил. Все-таки я по делу там, ну, грозился забанить. Так. У меня по пивни тоже все бабы, суки, норм кэпу. Ну так вы ж не баба. Так. Джон Рэмбо номер 5 миллионов 817 тысяч 746. Пришел из портала. Нихера себе. Джон Рэмбо. Серийный номер. Еще такой длинный. Прикольно. Не знал, что вас еще делают. Джона Рэмбо. Так. Я вообще пьяный, очень адекватный. Когда у меня неадекват наступает, я уже на позе лежу. Да. У меня также. Потому пить мне дашь зачем? Если неадекват, значит вообще уже в говно и скоро отрублюсь. Да. Такой же сижу, ток бухой и скучный. М. Кетроксикет, понимаю, брат, Орусы также. Тот трезвый штат пьяный, только чуть повеселей. Но немного более агрессивный. Ну, я думаю, все такие. Ну, типа, более агрессивные. Ну, по факту. У всех что-то вот это вот активируется. Какая-то такая штука, что они, ну, все, ну, агрессивнее становятся. Ну, или будет правильно сказать не то, что агрессивнее, а как-то развязнее, что ли. То есть у них языки развязываются и более податливые каким-то импульсом своим. И в целом такие, да. То есть
Ты уже в таком режиме находишься, когда ты не раздумываешь о том, чтобы пойти погулять. Ты просто выходишь. Ха, и все, ты там, ну, уже гуляешь. То есть такой. Но свободно действую, да. Типа какие-то барьеры снимаются, а по факту у меня даже истории нет, когда я бухой был и чё жесткое творил. Ну, типа, да. А бухал я много лет. А, вот где. Вижу. Так. Блять. А так ведь можно? Я просто ебал рот, снова через это Я желчного последний бежать. нажрался и орал на Лубянке на знание Филсбенита знаменитой, пока ГАИ не прогнала. Хотя не была одна единственная, когда мочила закошмарили на улице с Кентом, до сих пор стыдно. Была одна единственная, когда мы чела закошмарили на улице с Кентом. Бля, вот как же мне вот с этим повезло, что я, по сути, ну, никого не обижал вообще, в принципе, в таком плане. Вот в этом плане совесть чиста. Хотя разве что один раз мне жена рассказывала, что я бухой пришел. Это когда в те времена, когда вот всякие разные встречи геймдевов там были, там прочее. Я вот на одной такой был, там перепил в баре и вернулся, что-то я какой-то был на взводе. Я тогда еще шапку проебал, еще что-то. И, ну, просто на взводе, там, на повышенных тонах разговаривал. И жена мне прям припоминает вот это вот частенько, типа, блядь. Мне вот за это стыдно, по крайней мере. А в остальном же плане такого у меня не было прям, что пиздец. А так, да. Блин, а как? А, ну да, там же есть тут. Ну я типа прям вообще... Капец, мне сложно было представить, чтоб я типа наорал А на не я в школе жену. был, еще меня одна деваха бесила, а я хлам был. Она меня чё-то спросила, а я ей въебало кинул бутылку лимонада полупустую, ахаха. До сих пор не стыдно. Пиздец. Ну, блять, бутылку лимонада... Ну, пластиковая, надеюсь. Блять. Да и ёб твою мать. Господи, нахуй. Бля, была бы стеклянная. Сейчас вот как-то иначе бы рассказывал. Но она синяком на пол ебала ходила неделю разноцветным. Да. Радикально, радикально. Ну я типа вот реально в этом физическом плане, типа, ну, физического насилия, пипец какой, типа, ну, как это... Слово такое. Но я ее ненавидел, по факту ахов. А за что ее так ненавидеть-то? Может, настучала или что еще, я хуй знает. Или может, как пизда себя вела все время. У меня в школе были такие. Просто как суки ебаные вели себя. Вот прям пиздец, помню таких. Да были терки, просто взаимная ненависть. Взаимная ненависть. Ты обещала, что отсосешь мне. Да пошел ты нахуй. Да.
Блять. Вот ее родители, а ваш Димочка, а нашу доченьку. А я вообще мальчиком был, им казали, ну ладно, нажрался, чем подделать ахах. Нажрался? Серьезно? Ничего себе. Прям так. Нихуя себе. Даже так, что ли? Вау. Постойте-ка. Меня тут не было. О. Обожаю, блин. Обожаю, когда ты уже прошел игру, но ты все еще продолжаешь игру, ну, в игре что-то новое находить, типа, это прям реально классная тема. Я когда бухал год и под веществами ходил каждый день наоборот, где запирался, сидел, музон слушал, а потом меня выковыривали оттуда, чтоб я не раскомнадзорнулся, ахах. Ахах. Ебать веселая история. Ага. Ну, бля, было дело, я чуть не ёбнул себя, но по крайней мере остальным так казалось. Пиздец. На самом деле, блядь, пиздец, а читается так, как Ну сейчас будто... веселые воспоминания налал. Да, как вообще что-то... Юмористическое шоу. Оу. Окей. На чума. Брент! Да и тогда я только один раз реально сидел, раздумывал, а остальные просто сидели в окно смотрели. Да. Темные деньки, так сказать. Кошмар. Так. Ну да. Там такие Санта-Барбары были и прочее, и мне еще в армию уходить было через месяц. О, я помню, когда я впервые узнал о том, что ухожу в армию. Ну, точнее, даже не так было. Это... Я тогда впервые ощутил паническую атаку, кстати. Это была моя первая паническая атака. И это произошло рядом с батей. Прям рядом с отцом. То есть... Что-то как-то произошло, я не помню как. Я вроде сидел за компом или что-то в этом роде. И батя приходит, он, видимо, почту проверял, и там просто повестка о том, что надо явиться в этот военкомат и там прочее. Я такой так его послушал, посмотрел на эту, и я что-то прям вот не понимаю, как это так, но я просто нихуя начал, бля, реально паниковать. Чё-то я вот вроде бы то ли орать, не то что орать, блядь, вот что-то вот рядом с смехом и какой-то вот, ну, практически истерика какая-то была, что ли. И бать что-то на меня так с охуевшими глазами, ну, прям реально посмотрел, немного испуганными, и въебал мне леща. Я такой, блядь.
просто пришел в себя. Но что-то странно было очень, да. А потом уже через какое-то время... То есть я не ушел тогда в армию моментально. Какая-то хуйня была вообще. То есть потом уже где-то через год после неуспешного обучения в этом в универе или еще где, я просто взял академ, и там мой одноклассник другой... ну, его одноклассником, типа, такой себе назвать, ну, просто друг хороший. Он такой говорит мне... то есть, ну, лучше говорить как друг, потому что одноклассник это как будто, ну, хуйня какая-то, да, на самом деле. Лучше называть другом. И вот, короче, он говорит, я в армию собираюсь. Я так... И он на полном серьезе меня спрашивает, что, го со мной, типа, в армию? Я такой, ну, похуй, пошли. Ну, то есть, блядь, хуй знает. Ну, тогда и мне вообще какая-то ебейшая паника безумная была, но потом уже через месяц там или год, вот, я не помню, в какой промежутке это произошло, но, в общем, я такой, да, ну, похуй, пошли. Ну, как будто бы это неизбежно. Ну, то есть, лучше рано, чем поздно, типа. И когда я уже был в армии, я, конечно, с одной стороны пожалел, но там был один чел, 30-летний, и все над ним так стебались от того, что он в армии находится, типа, блядь, типа, старый, ты что тут делаешь, типа, съеби нахуй, типа. А он срочник, типа, он стебаться никак не может. Ну, просто ебать его стебали. Я хуй знает, типа, я так представил себя на его месте. То есть он буквально отучился, вышку получил и все такое. То есть он уже, по-моему, 2 вышки имел. Такой прям реально образованный, прикольный мужик. Такой нормальный. Приятной внешности, такой, ну, хороший чел. И, ну, блядь, его стебали вообще нереально жестко. Я не помню, ему вроде как 30 там, или вот от 30 до 33 где-то вот ему так вот было примерно, насколько я понимаю. У меня кореши забрали, уже по 30 отучился в институте и после 3 лет вспомнили. Ну, типа так, ну, видимо, такая же ситуация у него была, да. И я такой вот, когда на него смотрел и думал, ну, блядь, слава богу, я сразу, то есть, ну, мне на тот момент Первый было... раз навестил его, пиздец, он унывал, прям уже сдулся весь. Ну да, да, там не очень прикольно с этим. А То потом есть, разошелся после полугода. ну, там не очень прикольно, когда ты, да, 30-летний. Там все-таки Ходил уже только вру молодые. колесом. У меня они уже после начались через лет 5, наверное. Перед армией стремно было, но похуй. А перед армией меня девушка бросила, которую безумно любил. И еще вот армия. И я с компанией бухал, употреблял. С ее подругой тусил. Да, интересная штука. Ну, слушай, с одной стороны, армия как будто бы прям на пользу была, типа, ну, по большей части. Да, было не очень прикольно там находиться в принципе, потому что это, блядь, просто... Я больше по бабе страдал, чем по армии. Ну, это понятно, да. Тогда у меня тоже, типа, девушка была, которая, типа, якобы меня будет ждать. Но я вот вообще не верил, и я перед армией прям буквально с ней расставался, говорю, короче, все, я в армию, и там прочее, типа, нахуй надо. А так, короче, плакаться, там У меня прочее. армия на пользу пошла в том плане, что если б не она, я б, может, сдох в канаве к поротой. Ну, да, у тебя так, а у меня скорее в другом плане, то, что, ну, Я на военных работал, самое веселое время катались по военным частям. ну, именно в том плане, что... А так делать там нихуй. вот как Платили мало, но была лучшая работа. в плане дисциплины было По заебись. полигонам. Это вот прям мне, ну, не хватало такой темы. Второе, какая-то социальная прокачка произошла. То есть я с людьми прям, ну, хорошо общаться начал. То есть, ну, как-то более открыт, там, прочее и так далее. Ну, то есть в этом плане, да, окей. Что еще? Я ебала Я до тогда дисциплины охуеть армейского. как похудел, кстати.
ну, мышечной массы-то особо не было, но по факту, блин, я тогда нереально похудел. Я тогда 70 килограмм весил, а сейчас 130 с чем-то. Но, блин, это было круто. В общем, по большей части я скучал по бытовым таким веселым штукам, как компы, игры, там, фильмы, сериалы, аниме, всякая такая хуйня. И, конечно же, там иногда побухать с друзьями, что-то такое. По таким вещам, типа, жизненным, конечно, я скучал. И вот это вот единственное страдание было. А по всему остальному, блин, вообще было хорошо. То есть я тогда и начитаннее стал в армии. Я, блядь, любил читать книги, вообще обожал. Ну, потому что телефон дерьмо у меня был кнопочный. А там ничего особенного-то и не было. Ну, так себе все было. Ну, вообще. Да. Ничего не могу хорошего про армию сказать по факту. Не, армия дерьмо в любом случае. Но в итоге, ну, вот этот вот весь негатив, он как бы в положительную сторону, типа, пошел. Типа, ну, по жизни вообще у меня. В целом. Так, конечно, там, ну, ничего прикольного, хорошего нет. Это без сомнений. Хотя и попал в элитную часть, где у нас, по сути, детский садик был относительно других частей. Ну да, представляю. У меня Кент вот попал под Москвой наоборот в пиздец, полный год гнил. Не прикольно. Я его слушал, охуевал. Ну, я тоже наслушал всяких там стрёмных историй о других частях. И наша часть тоже была такая, типа, нормальная. И я же попал, то есть, в армию в те года, когда вот эти вот серьезные перемены шли, когда там зарплата повысилась у срочников и вообще финансирование военное повысилось безумно. То есть там дисциплина была, все в таком духе. Во время вот прям, ну, перемен я вот туда влился. А так, по рассказам о том, что происходит в других частях и что происходило в этой части, ну, буквально вот недавно и в прошлом году, это типа совершенно разные вещи. И то, что вот происходило вот прям буквально в первые дни, когда я только попал в часть, там типа вот были те, кто вот уже уйдут домой, дембельнуться. И прям при мне там одного чувака вот буквально табуреткой хуярили, типа. Я такой смотрю на это, ну, блядь, пиздец, типа. И где-то еще то ли на первый, или то ли на второй день я стою в очереди в столовке и такой, ну, просто все вот это вот наблюдаю и тому прочее говорю. Ну, точнее, вот наблюдаю и прихожу к такому заключению, говорю вслух ребятам: блин, пацаны, а вам не кажется, что это очень на тюрьму похоже, типа? И они такие, все просто ржут нахуй, в очереди стоят. Они такие, ну да, есть такое. Такие, просто, блядь, один в один тюрьма. Я просто такой, блядь. У нас офицеры также рассказывали, что лет 5 назад пришли бы охуели. Типа там и офицеров из окон выкидывали и... Ну да, типа такая хуйня. Но не то, чтобы там у меня буквально такая хуйня была, но вот в это можно было поверить. То есть они прям как будто бы вот пришел новичок, и надо перед ним красоваться, показать, как тут у нас, ну, заведено, и поэтому они прям при мне любили всякую разную хуйню творить, типа. Вот, например, при мне взяли там табуреткой хуйнули одного чувачка, там еще что, и так далее. Ну, вот прям
любили такую хуйню, да. Типа вот, внимай, смотри, и типа, мол, тебя это все тоже ждет. У нас все эти армейские приколы были, но на самом деле чисто по угороде были безобидные. Ну, типа, да, у нас примерно тоже такое. И знаешь, в чем самое обидное было для тех мудозвонов, которые были, типа, ну, старшего призыва, ну, типа, нашего, им уже ничего этого нельзя было делать. Вообще, типа. То есть их дрочили безумно. То есть вот табуреткой хуярили и все такое. Но они на нас вот такую хуйню делать не могли вообще, типа. И самое ебаное, типа, для них, то, что я был единственным, короче, новоприбывшим призывником, срочником, и со мной было еще двое, короче, которые очень позже пришли, типа, ну, не знаю, где-то спустя 3 месяца, что ли. Это вообще было странно. То есть я где-то месяц или 2 вообще без учебки там ходил. Там всякое. Да та же фигня. У нас дедов по их рассказам круче задрачивали. Ну да, да. Это такая забавная хуйня, типа, я просто... И так, ну, послушать, это пиздец. Ну, типа, я прям видел обиду в их глазах. Вот они прям еще и напрямую это, конечно, говорили. Блять, вот пиздец какой-то, типа. Нас так дрочили. А вот вас, сука, мы не можем. Это что за хуйня, типа. Там буквально просто такие страдания были у людей. Ну, вот по этому поводу. Типа, вообще, типа, так несправедливо все, типа, обернулось. Да было такое. Типа, так несправедливо, короче, типа, изливали душу, просто пиздец. Блять, такая забавная хуйня была. Да, блять. У нас все приколы, табуретки были, но как-то от нефиг делать, и всем весело, даже тем над кем прикалывались. Да, да. Ого, блять, въебали табуреткой. Ха-ха. Да, да. Все какое-то разнообразие типа. Пиздец. Да. Да никого там не поебали, у нас там бутмены ночные были, прочие безобидные довольно. Блин, я помню, моментами была стрёмная хуйня, я Приколы. помню. Но вот эта стрёмная хуйня шла от одного наркомана. Не в том плане, что ли он, ну, что он стремал конкретно меня или все такое. Просто стремал тот момент, что его могут застукать и нас всех задрочит, короче. Там был один долбоеб, который каким-то образом, блядь, упарывался с помощью глазных капель каких-то. Я вообще не понимал этого. То есть, как нахуй, что за глазные капли и тому прочее. Но этот урод как-то упарывался глазными каплями и всякую хуйню тупую делал вообще. И причем это происходило ночью. То есть мы ложимся спать в 9 А вечера. это стандартная тема на самом деле. Ну, лучше не рассказывай для Твича. Ну и потом напишешь мне, как это работает. Но в целом этот долбоеб упарывался втихую у себя на шконке, потом резко подрывался,
вставал и что-то делать начинал. Блядь, такую хуйню бредовую. То он начнет там что-то, блядь, стелсить, ходить по кубрику, ходит, что-то делает. Потом что-то вот так вот что-то начинает там. Потом что-то начинает то отжиматься, то еще. Я не понимал, он очень такие бессвязные вещи начинал делать. Как будто он в какой-то игре в VR играет, блять. Вообще я не понимал, что он делает. То есть я смотрю, лежу на него, нахуй. Все лежат, смотрят на него. Некоторые спят, конечно. Но, блять, просто вот все понимают, что если вот придет какой-нибудь проверяющий, ну всем пизда. И там, блять, один чел был накачанный, такой, блядь, дварф, нахуй. Вот он обычно один это делал, если, ну, что-то случалось такое. Он просто подрывался и бил прям в печень этого чувачка. И тот сразу успокаивался, ложился спать. Ну, это пиздец был. Ну, типа, такое случалось не раз, нахуй. Ну, У нас одного чела мучали только конкретно, потом его перевели в другую роту. От его и рыбачить заставляли штангой и прочее. Но там чел рили долбоеб был. Его и жалко было, их сам виноват. ну, я таких помню. Ну, которые вот реально... Ну, видно, что... Ну, просто, по сути... Как бы это сказать... Ну, избалованный, типа, пацан, что ли, или еще что-то в этом роде. То есть, ну... Я хз. Да типа того. Ну, буквально, типа, его оторвали вот только-только от мамкиной груди практически. Такой, типа, ебать наивный, типа, такой, ну, не очень умный, максимально глупый. Как будто он всю жизнь дома сидел. А на улице, типа, ну, всякие разные ситуации не попадал, типа, ну... У нас пожар на роты было, туда все ж переводили, кого в ротах не принимали. Чисто рота изгоев. А это прикольно. Типа. Вы такие даже про себя, наверное, такие, типа, много всякого придумывали, наверное. Но это весело, наверное. Ха-ха! Типа, мы штрафбат. Мы как штрафбат, ёпта. Типа... Не я то, не я там был. Но... Ну, они так про себя думали, но они... Это чела туда перевели. Ой, бля, пиздец. Бля, помню я вот... Короче, вот единственное, кого я хейтил прям, ну, не то что прям люто, но прям не любил этого чувака. Чисто за то, что он вонял, блядь. Вот помню одного такого вот придурка, блядь, который просто охуеть как Че не жестко думали, но, вонял. мне кажется, его бы у нас убили когда-нибудь. А, кстати, я вспомнил одного такого. То есть я, в принципе, про долбоебов вспоминал, которые не особо умные были. Но я вот именно вспоминаю сейчас одного такого, который был просто вот супер избалованный, насколько я помню. Он такой
ну не знаю, вот прям не русской национальности, такой, вот, наверное, румын, ну правда, типа он, потому что у него прям черные такие густые брови, прям черные волосы. И, блин, ну такой прям, не знаю. Видно, что он рос без отца. Потому что придурок вот говорил все, что ему придет в голову. Блять, вообще идиота кусок был настолько, ну, дурачком, что я хуй знаю. Он буквально реально всех бесил. Пиздец как бесил. И он понимал, что, ну, он бесит всех. Но как будто бы не понимал, за что вот все его ненавидят. И этот долбоеб настолько был долбоебом, что однажды пытался, типа... У нас вонять было запрещено, у нас старшина по чистоте дорочил, что пиздец. У нас в роте главный по факту был старшина, а не комроты. Командир у нас был такой, что его нахуй можно было послать. Замкома был уже фигурой, а старшину все боялись уже. Но у нас старшина был стрёмный тоже, пиздец. Вообще, если так посмотреть по офицерам, командиры роты боялись. Да всех офицеров, по сути, боялись. Но некоторые были типа около добряками, но они были тоже стрёмными чувачками. Был один такой, типа, который мог с тобой пообазарить о всяких разных, типа, таких вещах про игры и там прочее. Но я помню, когда я с ним заступил на караул, я уснул на башне, и когда мы вернулись в помещение караула, он мне так въебал, блядь, в живот или в печень, я так охуел просто. И он типа сказал, бля, больше так не делай, типа, пиздец, типа, ну, серьезно. Я просто тогда, ну, не ожидал от него такого. Такой вот, блин, пиздец был. А возвращаясь к той теме про пацана того, тот придурок настолько, типа... Но у нас старшина все для роты делал. У нас стояла стиралка, душ и т.п., что было не в каждой роте. Вот прикольно, да. Блин, я если так вспоминаю, они вообще все любили пиздить срочников, эти офицеры. Я так представил, блять, они походу люто их пиздили раньше. То есть сейчас-то вот они не особо пиздили. То есть меня разок и там некоторых там по чуть-чуть тоже. То есть если так вспомнить, блять, походу они так жестко пиздили раньше всех, что вообще охуеть может. Да, блин. Стрёмно. Бля, еще в самом низу есть. Про того парня. Он как-то то ли ремнем, то ли еще как-то типа что-то пытался как-то повеситься. У нас мог пиздить ток старшина и то заебать проступок. У нас дед один залетел от жестко. Его старшина отпиздил, а потом прятал в бане, пока тот не зажил лал. Пиздец. В Америке умно сделали, пиздить нельзя, но морально задавить они просто мастера. То есть они там там они что угодно скажут, да? То есть эти американцы. И про мать твою, и про сестру твою, все что угодно скажут. А там уж, блять, да. Да. Умеют так
штаны наложишь. Спецам учат. Зачем пиздить, когда можно в целях физподготовки тебя в зале так задрочить, что ты помрешь нафиг? Ну да, Да, нас по физподготовке тоже задрачивали. а че тут у вас происходит физподготовка? Да. У нас пчела как раз этим и начали. Да, у нас тоже. Ну, по классике там, типа, помню, вообще какой-то, бля, наитупейшей хуйней его заставили заниматься. Одна из которых была Он взять... там умирал нахер в спортзале. Не, у нас не по спортзалу. У нас типа так. Я помню, его дрочили однажды таким образом, что сказали ему набрать 2 ведра воды и накрошить мыло на пол и просто воду из ведер, ну, опрокинули и сказали ему, ну, вот это вот все, длину помыть. Потом было такое, типа, что возьми ведра воды и ходи по длине от начала до конца коридора и обратно, и так пока не скажут остановиться или что-то там вроде. То есть он с ведрами воды бегал туда-сюда, то есть такое. Потом, помнится, еще он в костюме химзащиты что-то делал. Ну, типа, всячески его дрочили, пока его не перевели. Потому что, ну, прям... Я тоже раз залетел. По полку таскал кирпичи сначала туда, потом обратно целый день. Под зорким взглядом старшины из окна лал. Мы же еще в этом военно-воздушных силах типа служили, ПВО. И на аэродроме, помнится, мы такой хуйней занимались. Я уже не помню, что это было. Это просто типа даже не был приказ задрочить нас, а просто типа заняться чем-то. И мы по факту гуськом ходили и собирали травку. То есть, я не помню, хотя нас дрочили, по-моему. То есть там не было такого, что просто соберите траву, типа, из аэродрома. А просто ходите гуськом и собирайте траву. То есть, распрямить спину нельзя было. Только гуськом. Вот это был пиздец. И так мы еще возвращались гуськом до расположения. То есть до аэродрома гуськом. Там охуевали, блядь, собирали траву. И потом обратно гуськом до расположения. Это был пизда. Это пиздец. Я так охуевал. Ну, то есть бывало всякое. Но ходить гуськом это было жестко. Ну, то есть, понятное дело, мы все угорали еще с этого. Блять, типа, это ну, все матерились и охуевали. Самое прикольное у нас в армии было это: мы 2 раза в год на 2 недели в Пурлясе бывали. У нас ротный ржачный был. А мы жерхпсшники. У нас в распоряжении домовухи слезоточивка и ткэпу. Ебать. Ау! Обожаю этих блок. Классные ребята. Блять, сука, моча.
На своем КамАЗе ехали как-то, ротный так и я сверни-ка на стрельбище, там автобус стреляет, а у нас слезоточивка есть лал. Пиздец. И чё, типа, слезоточивыми гранатами их закидывали и уезжали, что ли? Прикол. А у нас еще какой-то, помнится, майор был странный, блядь. Закидали их, да и съебали. Пиздец. У нас еще какой-то майор был, блядь. Он прям любил ходить с учебными гранатами. Блядь, это был такой какой-то странный чел, что он как будто бы недавно стал... Как будто ее только недавно назначили на эту должность в военную часть. Он, видимо, раньше где-то в другом месте был. То есть у него не было срочненького распоряжения, мне так кажется. И он просто в какой-то момент, где-то спустя месяц, охуел. И с учебными гранатами любил разъезжать по части и кидать их, типа. И ждал от нас, типа... Ну, вообще от срочников, команды вспышка, типа, слева, вспышка справа, и Самое чтоб говно в прыгали. ней, что ты потом хер отстираешься. Очень пропитывает форму. А мы всю полевую практику в химу держали, нам похер. Пиздец. Ну вы мрази, блядь. Мы только слышим, как их ротный орёт газа и еще пару дымовых им кинули. Красота. Это весело, да. Это весело. Стоит признать, это весело. Ну, я уверен, типа, всем было весело. Конечно, в моменте все охуевали, наверное, когда им приходилось форму стирать, но я думаю, у всех воспоминания по этому поводу, типа, по большей части, ну, такие, положительного ключа. Да. У нас еще учебные типы задания были пробраться туда, то проверить чет или как раз применить химоружие или дымовухи. Пиздец. Нихуя себе. Один раз БД шарванули, от я охуел. Что такое БДШ? Одна такая бочечка покрывает дыма, ну где-то гектар. Прикинь. Что, типа, просто локальный саундхилл устраивает вообще? Интересно.
Все в дому ничего не видно, оно все потом на город пошло, он тоже час в дому был. Нихуя себе. Бля, вот, наверное, не прикольно жить рядом с военной частью. Особенно, которого Одна бочечка. химией занимается. Это вообще, походу, лютый пиздец. Вечно какая-то хуйня творится. О. Бля. Лютый пиздец, когда ты такой хернёй зимой занимаешься, а у тебя на газике стекла заледеневают. Нихуя. Бля. И мылом их натираешь, и низами языка, похуй в минус 25 уже. Идешь на ощупь, чё делаешь? Интересно. Ну то как хапсшни не полслужбы в газиках, да в химии А я вот что-то, кстати, вообще не могу вспомнить каких-то интересных советов, таких мудростей из армии, в плане того, что, вот такие вот штуки. Ну, разве что просто научился, наверное, вот это вот завязывать ноги этим, как его, тканью вместо носков. Правда, я уже давно так не делаю, но по факту, да, типа так было портянками. Да, портянками, спасибо, напомнил. Да, портянки — это реально тема была. Это для меня было откровение. Потому что, ну, в Якутске зимой реально спасает. Ну у нас от этого зависела служба типа. Как ты чё делать будешь в газике, когда ничего не видишь? Ну да. Ну типа в целом, чтобы, я имею в виду такие типа штуки, которые ты перенял, узнал из службы в армии и применил типа в своей бытовой жизни. Типа, понимаешь? Вот? Я о таких вещах говорю. Вот что-то кроме портянок ничего вспомнить не могу. А ну я все стрелять научился норм, из АК нас дрочили люто по стрельбе. Ну вот мы, казалось бы, караульная служба у нас была, но странное дело, мы редко ходили стрелять. У нас акамки были. У нас какие-то модифицированные акашки были, но все равно старые, что ли, какие-то. А, не, вспомнил. Да. У нас были какие-то калаши, но позже пришли модифицированные. АКМ.
А. То есть сначала были деревянные обычные, а потом пришли черные. Как будто бы так было. Но при этом эти же черные, они были старые. Ну, то есть не сильно-то отличались от деревянных, ну, в этом плане. У нас сразу мки были. Нормальные. Но меня это больше всего удивляло, что, ну, по сути, как караульные службы занимались, но по факту у нас, типа, оружие дерьмо. Мы Типа. всю службу, прикинь, по сути, каждую неделю стреляли. Ну, это прикольно, да. Блять, вот куда я должен пойти? У меня Кен другой говорил, что автомат в руках держал раза два и первый на присяге. А мы каждую неделю. Ну, из вас реальных убийц делали. Ой, да блядь. Ну и со всей защитой и применением ее и нас как их психот задрочили. Да. Потому у меня и военник золотой. Золотой. Блин. Это круто на самом деле. Ну и стрёмно. Круто и стрёмно. Мы хоть и срочники оттуда вышли, но по обучению других. А рота охраны там вообще псы войны в бляхах. Они из чего только не стреляли. Нихуя себе. Да. Если они были псами войны, то мы были чухахуа Гранатометы, войны. базуки, хуюки. Ничего, реально нихуя. Ебать. Пиздец. Да. Да. Это их обучают, стрельбы были.
Да. И скорее всего сейчас они точно там, да? Ну как и я точно там, ага. Блять. Сука, а что от меня хотят-то? Ну, наверное, где-то тут. Когда уж. Ну я хз, правда. Не тут, не тут. Ну по факту я с охраной идет группа войск, а я в разведке перед приборами и... Ага, я про него и забыл. Потом стрелять учили все дозиметры, понимать все показания. Потому что я по сути авангард, если что. Блин. Другой взвод нашей роты тоже авангард, но уже померы. Проверять, устанавливать. И поэтому дрочили на полевых и вообще. Охоть. Что ты делаешь?
работал. Что-то меняется, что ли? Ну, я хочу проверить кое-что. Короче, этот хуй, да, он вертит вот это вот все. Благодаря ему вот это вот все дерьмо и работает. Мне надо найти способ его остановить. Я так понимаю задачу. И один из вариантов сломать этот механизм с помощью моей высокой скорости. Второй вариант, ну не знаю. Сломай ему ногу. А я его ударить не могу. Сломай ему ногу. Такое мог предложить только Скажи ему, что его мама его не любит, сломай морально. Да. Сейчас, подожди. Киллер. Давай-ка поставим этот знак, что ли. Теорию Маркса ему задвинь, он эксплуатируемый, и чтоб завязывал работать. Да, да. Так, и вместо этого возьму это. Да. Найди ему бабу, и он сам свалит. Давай сразу перейдем к тому плану, где я переодеваюсь в такую же огромную хуйню, но как женщина. И выманиваю его оттуда. Как будто бы идет к этому плану. Как в мультиках. Вариант. Как в мультиках Looney Tunes, типа от Warner Brothers. Юхуя. Ебать. Капец его. Уничтожил. Так. Блять. Ты знаешь, что такое безумие? Ага. Догадываюсь.
Блин, а кто наблюдает-то? Кто они-то? Он говорит, он наблюдает ищи. Наверное. Кого-нибудь. Ну хуй знает. Тут я вообще ничего не могу сделать. Блять, найти бы способ как сломать это. Было бы вообще охуенно. Ну, я почему-то прям убежден в том, что должно быть что-то. Ну, прям по-любому должно быть что-то. А окажется, что ничего нет. И самое ебаное, что тут что-то есть реально. Ну, то есть, видишь, тут блоха где-то тусуется. А где оно, блядь? Я еще хуй знаю. Может, сюда можешь попасть не посюда, а посюда? Но я там никаких стен хлипких не видел. Может быть, разве что сюда пойти. Ну, надо пробовать разные способы. А я сейчас что-то пытаюсь. Ну, давай попробуем там. У меня есть гениальная мысль. Погугли. Ну, наверное, да. Стену надо какую-то разрушить вроде. Ну, по-любому. Ну, это типа всегда стена. Практически всегда стена. А, тут же у меня еще архитектор есть, кстати. That's fine. И мелодии, и голоса прекрасны по своему звучанию, дают немало наслаждения. Даже сейчас, перед лицом неминуемой гибели, их мастерские исполнения не перестают удивлять. Искусно впечатляюще всегда. Жук красный, тебе удалось узреть лишь малую толику того, что на что были способны прежде. Какими были умы вдохновленных архитекторов, какое величие мы создавали.
Так. Он увеличит подвижность жука типа ткач, предоставив больше возможностей для уклонения. Хуй знает. Ну, давай, наверное, ничего. Тебе подсказать. Давай. Войти в локацию глубокие доки и двигаться направо мимо лифтов, ведущих к скамье на верхнем этаже. Выйти на балкон и спрыгнуть вниз. Внизу слева будет висеть знак. Нужно пройти в проход и выйти к станции «Звонкий путь». Активировать ее за 50 бусин и пробежать дальше в левый проход. Чего? Не уверен, что это то, но вроде то. Да нет, не то. Войти в локацию глубокие доки. Как они связаны? Да вроде никак. Может, не та блоха. Не та блоха. Ну, короче, я думаю, сейчас вот сюда пойду. Ты в какой локи ищешь? Нижние цеха. Ой, идите нахуй. Вообще не тут. Пиздец. Угу.
Так, по сути осталась вот эта блоха и вот это, и все. И считай, всех блох найдем, всех. И дальше уже дело техники, так сказать. Не знаю даже. Курьерские работы надо будет выполнить. Да, пока курьерские работы выполним, чтобы время не терять. Блоховый с какой-то. Не нашел, да, инфу про эту блоху? Вот. Не, Бля. Потерял. Вот. сам поищи Нижние лучше. цеха. Да, блять. Да вон карту посмотри. Карту. Ну, смотрю. Второй херню выдает, не поймешь, что не то. Ты у ИИ спрашиваешь? Ну, понятно. Так. Линк. Чего, блядь? Нихуя себе. Вот этот проход, если что, он намного длиннее, и тут огромное помещение есть. Ну, нихуя себе. Вот сейчас не понял. А как так? Ну-ка. Я реально не понял. Так, ну-ка, пойдем. Я, блядь, неправильно смотрю. Или... Не, погоди. О, господи. Так. Интерактивная карта. Окей, пошел отсюда. Так. Underworks. Нихуя себе. Чтобы вы понимали, я пиздец как
Так, я понял. Чтобы попасть туда, куда я хочу, мне надо открыть целую локацию. Оказывается. Ну, то есть я бы тут не догадался вообще в принципе. Я бы это нашел случайно, типа, знаете, спустя очень долгое время. Только лишь потому, что я, типа, решил проверить это место на рандоме, типа. Бля, это так странно вообще. Так, мне надо вообще вот сюда. Угу. Чувствуете, да? Так. Насколько это рандомно. Ну как бы практически. Они как бы, ну, близко, но не близко в то же время. Так, сейчас я тут штуку заберу. А, я уже забирал, что ли? Блять. Тогда эту ебаную метку убрать надо, тут путает меня. Нао! Шушуно! Пиздец, блядь. Ну это такой рандом. Трутовая чаша. Чаще. Трутовая чаша. О, скамейка, нифига. Мрачная топь. Прикольно. Не, ну это прикольно. Новая локация.
блядь. Нихуя себе маг. Это реально маг прям. Пиромант. Так, не, погоди-ка. Ну, типа так, но это меня к ничему не приведет. Так. О, найс. 9-я жизнь, нихуя. Бля, как же это охуенно. А, блядь. Эти лампы совершенно какая-то ебанутая хуйня. Ну, блять, они самонаводятся, это пипец как несправедливо. Ну, хотя, казалось бы, это какие-то горящие мотыльки или что-то. Не, я понял, что надо делать тут. Тут, короче, ну, очевидно, мне надо, походу, брать этот амулет, которым я никогда не пользовался. Вот теперь он вдруг понадобился. Огненную защиту берем. Ну, пошел ты нахер. Да, ну что за тупость? Мне надо еще вот эту
хрень взять. Где она? Вот эту, по идее. Но не могу. Блин, а как еще можно? Резко вниз гореть. Они даже поют. У этих сраных горящих мотыльков есть свой джингл. Гимн. Гореть резко вниз. Ну нихуя ты погнался за мной. Блять, еще один удар, пожалуйста. Костяной свиток. Ну, хотя бы. А тут больше ничего нет? Да, точнее, точно ничего нет. Ну, вроде бы, да. Так, теперь можем пойти в другую сторону. Так, аллилуйя. Новое место. Бля. Да сука. Чётки. О, нихуя. О, да ладно. Прикол. Ремесленный металл. О. Yes. Friend. Блять. О, я близок к блохе, видимо. Ой, бля. Да, блять. Да, блин.
Ой, я слышу этого ублюдка. Сволочь, я тебя так долго искал. Жалко, нельзя по итогу весь этот механизм нахуй сломать или типа того. А, тут вообще, кажется, рычаг, наверное. Ауч. Вот и оно. Так. Брен! Да, блять. Кто-нибудь вообще радовался такой теме или нет? Бля. Это хуйня какая-то. Какая же моча. Так, ладно. Надо валить отсюда. Так, все, окей. Теперь уезжаем. Куда? Ну, здрасте, блядь, сука. Трутовая чаще не все обследовал, что ли? Ёбаный, сука, рот. Ну, давай, давай. А как так? Я не понял. А, я в секретку прошел. Дальше идти не стал. Блядь. Так.
Ну да, окей. Да, блин. Блять. Сука. Блять, вот какого черта я не сохранился? Блять. Так. Да, ёбаный рот. Так, вот тут мне надо поменять билд на нормальный. Плюс вот эту штуку сюда. А, нет. Вот сюда. Ну, даже не знаю. Может быть, вместо этого возьму вот это. И все. Четко. Круто! Начну сверху лучше.
Нихуя. Окей. Трутовый фонарь. Вау, и что это дает? Сломанный железный фонарь, внутри которого тлеет трутовый огонь. Из фонаря будут появляться трутики и поджигать врагов. Нихуя. Это же имба. Опять имба. Имба, имбу. Имбамбу. Так, ну... Блин, что-то как-то я глупо умер. Надо собрать дерьмо, которое я там оставил. Да, бля. И может быть у архитектора тогда уж купить приколя. Приколя. Купить немного. Так, у меня есть два. Ну, вот это возьмем. И это. Так, ей нужен еще один камень, и тогда я смогу купить последнее новое оружие. Взмах плащом раскручивает лезвие, которое наносит урон врагам вокруг. Нихуя. Ускользнуть. Усиливает врожденную гибкость, владелец позволяет ему выполнить резкие отскоки. Как это выглядит, интересно. Так. Ха. То есть теперь я не могу давиться вниз, но теперь у меня появился вот этот вот отскок странный, который не... О! Что? Блядь, теперь она реально
Жесть. Это практически мерзко. Так. Прикольно. Хорошо. Так. Не, как-то я не хочу вот с этим ходить. Очень непривычно. Так. Все, пошли. Последняя блоха осталась. Эйра! Блять, ты куда ты? Ты чё, ебанат? Да, ну, блядь. Слава богу. Все. Нет? А где? Да ну. Так все. Больше блох не вижу.
Ну-ка пойдем поговорим с нашими этими товарищами. Блохастыми. О, сударыня Хорн, посмотри, как разросся наш караван. Он теперь такой смелый и шумный, этот золотой зал едва может нас сместить. Многие блохи снова рвутся в путь, дабы найти место, где можно расправить крылья. Но будучи их вожаком, я не решаюсь пока отдать приказ о выступлении. Эти высоты слишком опасны, чтобы пускаться в путь без ясной надежной цели. Что вы скажете, сударыня Хорн? Занимаясь своими делами, вы побывали в самых разных уголках королевства. Не доводилось ли вам встречать место, кое бы подошло бы нам? Блошиный предводитель, мне встретилось одно место. Пещера за цитаделью, у края каких-то древних стоков. Там вполне безопасно, как вы и хотели. Путь туда не близок, но преодолев его, вы найдете свободный от хищников песчаный берег у широкого чистого озера. Это самое спокойное место, что встречалось мне в этих коварных землях. Да, это самое место, несомненно. Туда мы и отправимся, наше путешествие может продолжаться. У блох нет лучшего друга, чем вы, сударыня Хорнет. Да, сие место, несомненно, станет нашим домом. Но соизволите ли присоединиться к каравану в этом путешествии? Да. Чудесно, мы, блохи, будем безмерно рады путешествовать вместе с вами. Немедля, новый дом зовет нас, пора отправиться в путь. Жесть их много. Посмата. Каким же дивным пристанищем вы нас одарили, сударыня Хорнет. Безопасный островок среди тьмы и смерти, что царят вокруг. Здесь блохи смогут расти умными и сильными. Здесь наши долгие странствия наконец завершатся, ибо во всем Фарлуме не сыскать лучшего места для дома. Рада, что сие место пришлось вам по душе, блошиный предводитель. Спокойно на душе от мысли, что столь многие блохи смогут обрести тут спасение. Большинство жуков Фарлума, похоже, ждет гораздо более безрассудная участь. Воистину, нас ждет светлое будущее, всецело благодаря вам и вашим стараниям. В ознаменование нашего прибытия я с удовольствием окажу вам небольшую услугу. В последнее время я постигал искусство шитья и юные... Повышение уровня для Рокси Кэт. Хороший человек LVL 42. О, с повышением уровня. А юные бложки собирают для меня материалы. Думаю, я могу добавить еще один карман к вашей сумке инструментами, дабы немного облегчить ваши грядущие странствия. Ничтожная малость, несоизмеримая с вашими услугами, но я все же надеюсь, что она придется вам по нраву. Блошетопия. Блошетопия. Тебе удалось собрать их всех, жук неплоха. Моя работа сделана, больше не нужно никого искать. Наш караван в полном сборе. Отныне у меня будет иной долг — наблюдать, защищать. Такое дело мне по душе. Да ладно. С возвращением... Подожди-ка. Ну ладно. Дрожишь, подруга, сударыня, мы посмотрели, сколько заблудившихся блох явилось к нам. Похоже, даже те, кто отстал от остальных, вернулись все до единой. Это хорошо, блошиный предводитель. Мои странствия по этим землям были долгими и многообразными. Почти в каждом их уголке я встречал ваших дружелюбных и любознательных сородичей.
У вас, блог, необычайная тяга к приключениям, кое вызывает у меня восхищение. Пусть даже ваши возможности и не всегда соответствуют этому рвению. Хоть я давно и привыкла странствовать одна, наблюдать воочию за вашим путешествием и отчасти содействовать ему было для меня весьма отрадно. А нам всем вы тоже подарили безмерное счастье. Для меня большая честь преподнести вам сей прощальный дар, сие сокровище славного прошлого блошиного рода. Сударыня Хон, пусть оно станет вечным знаком нашей дружбы. Блошиная подружка. Спасите всех потерявшихся в Фарлове блох. Восемь и 3%. Nice. Все блохи найдены. Отлично. Снижает стоимость использования умений с шелком при полном здоровье. Я хз, это норм? Нет? Ну, не знаю. Наверное, прикольно. А? В каких только жутких местах мы в блохе не побывали. Не единожды мне довелось побывать на краю гибели, но здесь кажется довольно безопасно. Вы тоже хотите немного отдохнуть, подруга? Теперь места всем хватит. Это длинное озеро, вот где раздолье. Наконец-то я смогу побыть в тишине, подальше от маленьких блошек. Ну вот тут явно вверх же можно подняться. Посмотрим. Да. Так. Теперь курьерская работа.
Это доставучая звонарка, ты прочла это желание. Тогда иди наверх к алтарю, нам с тобой, пожалуйста, стоит немного поболтать. Шелк и душа. Угу. Так, потемневший пергамент с молитвой огненного жука. Да здравствует твой жар, о пламя славное. Ты что созидаешь и в прах обращаешь нас? Испепели наши панцири, обрети их в уголь черный, дабы восстали мы к тебе, присоединившись, объятый ярким, пылающим ликованием. Окей. Bonva Nama Elo. Стол. Хм. Хорошо. Так, мне что-то куда-то наверх подняться надо. Я не понял. Встретить с хранителем в уголке песни. С хранителем в уголке песни. Вообще вот там. Ну, здрасте. Так, что за нарко чушь? Время пришло для тебя и той, что ждет наверху. Ваша предначертанная встреча рано или поздно должна случиться. Готова сделать свой ход, скинуть правительницу и занять ее место? Не скрою, часть меня желает такого исхода. Господство, видимо, у меня в крови, как без сомнения у той, что наверху. Но другая часть противится этому, и со временем я все больше к ней прислушиваюсь. Эта часть меня не желает монаршей мантии,
а хочет, чтобы я вновь обрела свободу, а жуки этого королевства сбросили свои бледные оковы. Замечательные вещи ты говоришь, Звонарка, свободный мир. Не особо я на такое надеялся, если честно, но я не очень-то удивлен слышать это от тебя. Твоя помощь позволила мне лучше все понять. Да, в тебе еще живет монарх, а в глазах горит огонь ткача. Но устремления твои совсем другие. Раз уж вы поняли, чего я хочу, сударь, и мое желание вам не чуждо, не поможете ли вы мне в грядущей битве? Да, возможно, мне трудно этого говорить, но есть идея, которую редко обсуждают, опасаясь, что так, кто наверху все пронюхает. Вы придумали способ, я так понимаю, план, как убрать монархиню, так, чтобы мне не пришлось занимать ее трон? Да, вместе с членами моей семьи, что остались живых. Это своего рода ловушка, превосходящая возможности этой цитадели, способная не просто ее сковать, чтобы поставить ее как раз нужен охотник вроде тебя, если, конечно, ты на такое осмелишься. Что ж, помогите мне, сударь, если ваша ловушка откроет путь к свободе и мне, и жукам вашей земли, я, пожалуй, и воспользуюсь. Что я должна сделать сейчас, дабы вы могли исполнить свой план? Ты должна собрать воедино членов моей семьи, Звонарка. В живых нас, стариков, осталось 3. Все в разных концах королевства. Еще тебе нужен наш бедняга-кузен, что лежит мертвый и бескровленный в гнилых болотах. Каждый из нас обладает своей силой, грубой, дикой силой, и мы готовы поделиться ей с тобой. Из интереса к этому делу, из жажды бунта, либо потому что у нас нет выбора. Ну и напоследок тебе надо отыскать оружие древних ткачей. Без него никак. Одно такое должно было остаться в их самом большом гнезде. Западня для создания руны опаляющего шелка. Наша ловушка тоже будет плотно сплетена вокруг него. Ну нихуя себе. А, я эту душу искателя взял. Душа отшельника. Установщик ловушек. Соберите компоненты, требуют для сооружения большой ловушки. Душа прислужницы, душа отшельника. Душа прислужницы. Маховые земли у разрушенной капеллы, которую не хочет покидать. А! Окей, все понял. Так. Так, в болото мне идти не надо, я там уже нашел эту душу. Эй, ты в плаще, прошу, вступай тише, я размышляю, тут укрепляя свою веру перед тем, как начать паломничество. Мои шаги почти бесшумны, сударыня, беспокоить вас я не намеревалась. Ах, даже голос твой звучит слишком громко, я едва слышу свои мысли, прошу, оставь меня одну. Не надо внимательно слушать и преданно, без
перерыв возносить молитву. Только тогда моя вера будет достаточно крепка, дабы помочь мне подняться наверх. Хасфин? Сударыня, я вернулась к вам, чтобы попросить пожертвовать немного вашей силы для сооружения ловушки. Меня прислал ваш брат, что укрывается в цитадели. Что ж, охотница, значит, ты все же смогла растормошить старого глупца. Я предвидела и чувствовала, что к тому идет, и очень рада, что все наконец закрутилось. Остальная моя родня все это время отсижилась, одолеваемая хмурыми мыслями или давно рассталась с жизнью, но не я. Я всегда считала, что глупо будет просто смириться с тем, что произойдет, когда та, что наверху, пробудится. Лучше сражаться за свободу и если суждено, сгореть в пламени этой борьбы. Ох-охо. Удивительно, что именно ты призываешь нас действовать, охотница. В тебе сразу чувствуется дух перемен. Конечно, ты ведь у нас больше, чем просто жук, верно? И даже больше, чем ткач. Думаю, наша семья ждала именно такую, как ты, чтобы хоть немного надеяться на успех. Ступай и докажи, что мы не зря в тебя верили. Мы всю жизнь мечтали об ином пути. Если повезет, благодаря тебе мы сможем его обрести. Ну, это, конечно, замечательно. Но где еще ваша родня? И что-то хз где они. Я разыскиваю один инструмент, который, как говорят, спрятан внутри этого сооружения. Это хитроумная ловушка, созданная ткачами. Известно ли тебе что-нибудь о ней? Возможно, леди. Ступайте отсюда на ту сторону, где мох соприкасаться с гнездом. Там мои матери создавали свои инструменты, всевозможные ловушки и связывающие приспособления. Их малые творения были проверкой для более сложных конструкций. Я все еще помню их мысли во время работы, их отчаяние и их голод. Очередная безнадежная попытка вырваться из плена, и, как всегда, все закончилось горьким разочарованием. Так я там был. Неужели я получил максимум?
Ага. А, тут я маску подбирал. Установщик ловушек. А, блядь. В смысле? Вот это вот, что ли? Установщик ловушек. Блин, вообще не понимаю. Gafama. А, этот что ли, блин? Значит, рабыня кое-что ищет. Да, я слыхал. Мечтаешь освободить мир, да? Вместе с моим племянником, существует наверху.
Похоже, он тоже опустился до твоей простоты. Hironare. Так вы не поможете нам, господин Жук? Для ловушки, которую он придумал, нужна сила. И ее, подозреваю, вы накопили больше, чем все остальные. О нет, я поделюсь ею. Не надеюсь, что вы преуспеете. Шансов у вас почти нет. Лишь за тем, чтобы понаблюдать за высвобождением этой неугомонной энергии. Столько душ, собранных и обретших форму, целые их поколения пропадают зря. Пусть вспыхнут хотя бы раз. Душа отшельника. Я отдал тебе свою часть рабыни, нам больше не о чем говорить. Отправляйся и плети свою паутину. Дай неугомонным душам нашего королевства хотя бы шансы. Окей. Not a miss. Not a miss. Not a miss. Dos golem. Tembiayan. Может, оно там наверху?
Блять. Охуеть можно. Установщик ловушек. Пиздец. Нашел. Ну я все собрал, получается. Окей. Инструмент качей, с помощью которого они ставили свои ловушки, замечает шелковую руну, которая воспламеняется при контакте с врагами. Использует панцирный контейнер, собственный шелк владельца. Круто. Coro Cardello. Orala. Венера. Мне есть все, что вам нужно, сударь. Смастерите свою ловушку, чтобы мы смогли наконец освободить эти земли. Да. Элос. Все уже отыскала, Звонарк? Тогда давай, присоединяйся, займемся подготовкой. Мне понадобится и твой шелк, и твои когти, чтобы все собрать. Натамис. Сделано. Все детали готовы. Теперь поднимусь наверх и поставлю вам там эту тяжелую штуку. Не стоит надеяться, что ловушку сделает ту наверху легкой добычей. Она почует, что ее ждет. Геро. Прежде чем капкан захлопнется, тебе придется изрядно помахать клинком. Катестре. Так я и думал, сударь. Я к этому готов. Ставьте свою ловушку, я тоже скоро туда отправлюсь. Новая цель.
Долгий же ты путь проделала за нарко, исполняла желания, спасала жуков, и даже мою угрюмую семейку сумела расшевелить. Ловушка ждет наверху, наша сила уже вплетена в ее нити. На вид она может показаться грубой, но в ней заключена немалая мощь, достаточно, чтобы смирить Бога. Вы и ваша родня послужили мне добрую службу, сударь. Я докажу в грядущей схватке, что ваша вера не была напрасна. No, Zobo. Все так, покажи свою силу за нарком. Призови нашу великую бледную богиню. Рань ее и лиши сил, затем заманить чудовище прямо в ловушку. Прикосновение пробудит ее, но лишь песнь твоей иглы окончательно высвободит чары. В этот миг ты все увидишь. У меня даже инструмента нет с собой. Ёп. Блять, она убила меня. Нет, я живу. Ничего себе. Круто.
Да что началось-то? Плененный шелк. Ух ты. В смысле? И чё? Лол? А почему это конец? А где третий акт? Интересно. Странно. Непонятно. Чё все? Ну, прошел на Прошёл. другую концовку, да. Но, по-моему, все еще там много чего осталось. Игра пройдена. 40 Ну тысяч. расскажи, чё с финал? Но теперь я пленил эту монархиню. Она вдруг взяла и улетела в... О, смотри. Теперь все вот такое вот стало. О, нихера. О, щи. Это что такое? Ее пленила какая-то тень. Так, продолжается. Смотрите. Ничего себе. Ага. Когда мы ее пленили, она... Ее что-то утягивало в тень, в портал какой-то темный. И она схватила нас, и в этот момент... О, акт 3. Нас послала из бездна. О. Я в песне. Фрэнк! Новая цель. Узнать, какая судьба ждет Фарлу. Понял. И все еще тут что-то работает. Ну охереть просто. Блин, опять у нас несварение желудка. Ах.
Ну блин. Ну нихуя себе. Окей. Да, блин. Ау. Да блин, ну я же... Ауч.
В белом облачении. А, Ben Vetra. приветствую, Алая Дева. Похоже, моя молитва о том, чтобы увидеть вас живой и здоровой, все же была услышана. Янара. Малыш Шерма, что здесь Oh, случилось? Ben Ventra. С нашим убежищем, нашим домом, это то, что от него осталось, когда все начало рушиться. Сверху раздался ужасный шум, кругом все тряслось и разваливалось, а из-под земли лезли черные нити. Много бедолаг пилигримов сгинуло в том хаосе. Вы бы тоже могли разделить их судьбу, если бы убегавшие пилигримы не нашли вас лежащие без чувств и не принесли обратно к нам. Межина Фора. Черные нити, возможно, я знаю, откуда они взялись. Мне нужно поговорить со старым хранителем. Ты знаешь, что с ним стало? Вижу, он оставил тебе свое облачение. О да, он поручил мне позаботиться о тех, кто тут остался и ушел. Сказал, что должен посоветоваться со своей семьей внизу. Да, Фенистра. Внизу. Значит, они укрылись в своей разрушенной капелле. Я должна их навестить. Спасибо тебе, Шерма. Береги себя и заботься о своих товарищах пилигримов. Ну и напасть обрушился на нашу святую цитадель. Подобного я за всю свою долгую жизнь не видела. В такие времена надо непременно друг другу помогать. Ищи усерднее, милая, ибо мне понадобится немало бусин, дабы пережить грядущие испытания. А что за ужасы настигли нас на сей раз? Что это новая кара за наши грехи или очередное испытание нашей веры? Несвия. Ни то, ни другое, никто из вас не виноват в этой беде. Держись ближе к своим спутникам, я постараюсь поскорее остановить это безумие. Tosca, Goro. Бля, как сильно все изменилось. Так, мне нужно настроить. А, вообще нихуя нету, что ли? Окей. Если уж меня будут заставлять вот что-то такое, то надо, конечно, это настроить сразу. Ебать. Капец, как сильно все изменилось. А мемориум, да, тоже. Нихуя себе. А на чем они писали?
Интересный вопрос. Ну я вроде видел перо у кого-то. Ну хз, как будто бы видел. Блин, прикольно. Вообще все разрушено. Unity. Угу. Игру на Unity делали. Так, верхней палаты. Опачки. Да, блять. Да, блять. Так. А наверх-то не подняться, да? Да сука. Вот так новость. Прикольно, блядь.
Давай. игра еще вышла. В чем уперся, сука? Не понял. Насчет какой игры что вышло? Насчет этой. Нет, это не соответствует действительности. На текущий момент, июль 2024 года, игра Hollow Knight Silksong еще не вышла. Данные у Дипсика старые. Нихуя себе. А чё он такой ебанутый? Древний инструмент, который ткачи используют для записи, выцветивший шелковый рун, на нем хранят мудрые слова ткача из давних времен. Артефакты из далекого прошлого Фарлома, который может заинтересовать. Окей. Странно. А чё этот идиот думает, что июль 2024? Очень странно. Непонятное поведение. Вывод. Ждем официального анонса от разработчиков. Все остальное – слухи. Как эта игра действительно выйдет, вы узнаете об этом из всех игровых новостных источников. А пока наберитесь терпения, это все фанаты Hollow Knight. Ага, чудит что-то. Нихера. Ну, третий акт, конечно, любопытный. Капец, они все мощные стали. Жизней намного больше. Так. Ща. Надо бы, наверное... Ладно. Да, блин. Ну, я там, конечно, бусин собираю хорошее количество. Пользователь спрашивает, почему мои данные актуальны только на июль 2024 года. Нужно объяснить это просто и понятно, без технического жаргона.
Пользователь, судя по предыдущему диалогу, уже раздражен задержками с выходом Silk Song, так что ответ должен быть максимально нейтральным и helpful. Мысли второй. Да что за прикол? Да не. А ты точно с официального сайта DeepSeek это делаешь? Да, там режим есть такой. Режим? Он выдает, что она думает. Не, я это не знаю. Но меня больше удивляет тот факт, что она думает про дату такую. Ну, странная дата. Так, вообще надо поменять эту хуйню. Да странно, да. И вообще Я надо- думал, там обновляется все. Да не то, чтобы обновляется все, а просто то, что он по сути должен... Ну, брать инфу с интернета. Да он просто всегда берет инфу с интернета. И то, что он ошибается в дате, это вообще, ну, блядь, как нахуй? Это что за бред вообще? База знаний собрана из огромного массива текстов, книги, статьи, сайты, доступных в интернете документам его последнего обновления. В моем случае это июль 2024 года. Я не подключена к интернету в реальном времени и не могу самостоятельно проверять новости и обновлять данные. Странно, да. Почему такой... Дань, что за бред? Мне кажется, он у меня будет говорить нормально. Чё, как залили модель, так и оставили. Какой год? Сейчас. Год назад. Ну, у меня нормально. 2025 год. А ты search ставишь, нет? Или у тебя локальный на компе просто? Ну, типа, без подключения к интернету. Я хуй знаю. Не глобальный. Через браузер. Он у меня нормально говорит. 2005 год. Чем могу помочь? Ничего себе.
говорит, что игра не вышла. Как так-то? Строси сам. Ну, у меня нормально все. Вышла ли игра Hollow Knight Silk Song? Пишет, вышла. Погоди. А ты как вообще к этому вопросу пришел? Почему ты начал у него спрашивать, что вышла ли она? Вышла ли игра Hollow Knight Silk Song? Хорошего стрима и игры. О, спасибо. Лотвон, спасибо большое. О, отлично. Так. Да, Hollow Knight вышла. Ее релиз состоялся 4 сентября на множество платформ. Охуеть. И для этого он у меня 7 разных сайтов проверил. У тебя Да нет, DeepSeek. На их официальном сайте. Может, я не знаю, может, у тебя что-то не то, я не понимаю. Ты точно в сайте смотришь? По-моему, ты не у них в сайте. Ну, это бред какой-то. Ну, это просто, я не знаю. Ну, как так? 4 сентября вся платформа умерли, если не ошибаюсь. Ну да. Был такой небольшой цифровой Да у них. blackout. Чё, я дурень, что ли? Да я не знаю, блин, ну а как так-то? А он тебе хотя бы показывает, какие сайты он смотрит вообще? Ну типа Не, ну официальный. С китом. Ну да, с китом. Ага. Так. Как игра? Игра огонь. Сейчас-то нахожусь в 3-м акте, а до него добраться не то чтобы не просто, но немного неочевидные вещи есть всякие. Например, надо найти всех блох. Короче, ну, максимально помочь всем жукам. И тогда вот в уголке песни там есть у нас этот самый хранитель. И он такой: блин, а ты реально там, типа, хочешь помочь туда-сюда, давай, типа, знаешь, что сделаем? Планы есть, и делаем по плану все. Ну, короче. Почему у меня так? Текущая ситуация. Сентябрь 2024 года. Ну, слушай, уже неплохо. У тебя все блохи в гнилых стоках? Нет. У меня они теперь живут в Блашетопии.
Теперь у них есть отдельный свой этот край, где они живут счастливо. Так, вот это уберем. Блашетопия. Блашетопия. Так. Там есть мини-игра, можешь победить и получит прокачку для гвоздя. Мини-игра. В гнилых стоках. Ты о чем? Ты про то, что вот в цель надо стрелять? По мишеням? Тут вообще нет такого гнилые стоки. Вот только Желчеград. Что такое гнилые истоки по Не твоему? Труд твой чаще. Гнилые истоки. Блин. Большие врата. Панцирный. Костяной мшистый. Глубокие доки. Да нет. А, вот гнилые истоки. А, ну да, они у меня тут. Вот я про Блашетопию думаю. то, что связано с блохами. Гнилые стоки самый верх справа, где блохи сидят. Ну да. А чё за мини-игра? Типа оно в третьем акте только есть. Значит, мне туда сейчас бежать надо, по идее. Давай, пойдем. Это интересно. Укротил второй. Надо было просто галочку поставить. Поиск при необходимости. Ну да, но думаю, что-то не так. О, нифига. Это что-то новенькое. А-а-а. Так, а тут внизу что творится? Музыка еще немного другая. А, понимаю. Хорошо. Хе-хе-хе, завалило.
Ауч. Так. Эйра! Твою мать. О, боже, что с ним стало? Скалопендра, ёбана. Пожиратель колоколов. Эй, ты что делаешь? Очко свое показывай. А, не. Интересно, интересно. Понял, хорошо. Тогда для него, наверное, стоит взять вот это. И думаю. Да, в принципе, сойдет. Да и отрава тоже, в принципе, подошла бы. Ну, да ладно. Блин, как-то глупо получилось. Я думаю, что можно сделать вот так. Упороться не или нет? Ну, на самом деле не стоит.
Промахнулся, пиздец. Тупо получилось. Но нормально, нормально. И для полного счастья мне бы инструменты по максимуму использовать. Это я что-то как будто бы экономлю, что ли. Да, блядь. Где ты был до этого? Жесть. Посмат. Говорит. Молодец. О, нифига! Малыши.
Звериный зов изучен. Подражание песни колокольного зверя. Призыв зверенышей из возвращения вместе с ними к их мать. В смысле? Выучите звериный зов. А это шо? 9,7% игроков получено. Классно, классно. Редкую тему заимели. Нормально, нормально. Так. Не то, не то. Ну, наверное, да. Классно. Классно, классно. Что это за шум? О, знаете что? Мне кажется, он тоже боссом может быть. Вот этот хер, который тут тусовался. Его нету. Охереть. Они все вылупились. Ёбаный рот. Где он? Значит, они ушли отсюда в другую сторону. А как это работает? Ну-ка. Обалдеть, это так удобно, это так удобно, ебать. Я теперь могу просто в любой момент вернуться куда-то, вот, блин, это так охуенно. Боже, это ж так удобно. Бля. Бля, нет, да ну нахуй. В смысле? Канавич. Эта печальная песня я посвящаю концу нашей прежней жизни. Здесь на закате времен наш рай обращается в прах прямо у нас под ногами. Да ну нахуй. И Блох и их подругу скоро поглотит небытие. О, какой у нас жалкий создание, еще есть выбор. Безжалостная судьба составляет нам возможность напоследок сделать лишь одно. Дорогая подруга, сударыня Хорн, простите покорно, но мы бы хотели попросить вас еще об одном одолжении. Не согласитесь ли вы поучаствовать в нашем последнем действии?
Да. Пиздец, они все умерли, что ли? Ебать. Ну, как так-то? Когда уговор, сородичи, соберите же с духом, это время пришло. Время блошиного праздника, последнее грандиозное торжество перед тем, как толчки тьмы не извергнут нас всех в пучину мрака. Воспряньте же блохи в последний раз, когда начнутся игры. Что? Что? Блошиный праздник. Они живы? А это что тогда? А, они живы все? О, господи. Хули вы меня так пугаете? Вы сюда не ходите, верная подруга всех блок. Присоединяйтесь к нам и пейте, сколько влезет. Давайте повеселимся напоследок. Отвара хватит на всех. Если захотите еще, нальем бесплатно. Чему напиток пропадать, если будущего все равно нет? А где здоровяк? Это он, что ли? А не, вот он, здоровяк, лежит. Да все здоровы, нормально. Жучих этот мир доживет последнее мгновение. Все, что нам остается, это испытывать самих себя. Испытание называется «Уклонись, блоха». Вставай на платформу и уворачивайся это так. Чем дольше кладешься... тем больше очков наберешь. Тот, у кого самый будет высокий счет, станет чемпионом. Это единственное, к чему еще стало стремиться. Давай. Мадашка, испытание начинается, уклонись, блоха. Блин, когда они по диагонали пошли, это уже, конечно, было интересно. Окей. Хорошо, давай еще. Погнали, погнали. Да блин. Puntos. Vamos. Sasha. Ой, дед, нихера себе. Блять! Викное испытание окончено. Жук неплохая, это было впечатляющее выступление. Твой счет оказался выше даже моего. Наблюдать такое мастерство в последнее мгновение перед концом неожиданно приятно. Лишкис, поздравляю тебя, чемпионка. Sasha. Ну давай еще. Sasha. Можно еще. Давай попробуем до 100.
Блять! Ау! Блин. Ну это было жестко. Ладно, что тут еще может поделать? Все, я максимум сделал. Мушка, гризкин, волк. Юрк и прыг и скок. Нужно еще 3 мини-игры есть. Дорогуша, как же прискорбно, что мир скоро придет конец. А бедный крат еще столь многого не успел испытать. Как же трогательно, что вы присоединились ко мне. Не сыграете ли вы игру Брык-Блох, дабы я мог полюбоваться красотой ваших ловких движений, ожидая неизбежного конца. Правила ее просты: подпрыгивайте вверх, затем отталкивайтесь, проносящийся мимо блох как можно дольше. Ну давай. Понял. Файома. Эскомель. Мышка. $51. Пойдет. Таканда Дендис. Викна, дорогая моя танцовщица, игра завершилась, и вы стали с ней в ней несомненной чемпионкой. Никто не смог превзойти ваш результат, вы затмили нас всех своей пугающей грацией. Но вы ведь продолжите играть для меня, да? Конец света ведь не обязательно встречать в одиночке. Блин. Как вам наш праздник, сударыня Хорн? Пусть мир вокруг рушится, мы будем смеяться, плясать и развиваться. Разделите с нами веселье. Попробуйте наши старинные игры. Мне не так много времени, блошин предводитель. Если я все присоединюсь к вашим, знаете, что моя цель у них лишь отточить навыки для серьезного испытания, что ждет меня снизу. Разумеется. Хорошо. Здесь у нас блошиный карусель, испытание, в котором нужно подбрасывать блох вверх и стараться как можно дольше удерживать их в воздухе. Для нас будет великой честью, если уважаемые гости попробуют простую забаву. Давай. Мадашка, это значит да начнется игра. Блошиная карусель. Мадашка.
Блин. Блин. Тут оружие надо, конечно, по размашисти. Paravos. Manashka. Мадашка. Да, вот это я вот об этом не знал. Так, Ushka Mikri. я лучше тогда верну обратно. Paravos. Manashka. Блять. Да блин, ну как будто бы изначальный план был хороший, не торопясь. Paravos. Manashka. Да блять. Да блин. Нет!
Блин, этот беги-бога. Каждый раз. Yannaga Mushke. Так, игра закончена. У нас появился новый чемпион. Невероятно, вы сумели доказать свое превосходство каждой из наших блошиных забав. Думаю, абсолютный чемпион нашего праздника уже определился. И это, конечно же, никто иной, как вы. Paravos. Посему время начать нашу заключительную церемонию. Приготовьтесь, блохи. Punta. Мы собрались здесь, дабы почтить абсолютную чемпионку последнего из всех наших празднеств. А теперь, сударыня Хорнет, ударьте великое чучело, что есть силы. Светлое масло, да ладно. Да. Праздник. Это было прекрасно. Ushka Mitri. В этом великая церемония подходит к концу, знаменуя кульминацию нашего праздника чествования абсолютной чемпионки. Благодарим вас за то, что провели свои последние мгновения здесь с нами, сударыня Хорнет. Yannaga Хотя мир Mushke. вскоре обратится в прах и наш рай исчезнет, воспоминания о дружбе, что нас связывало, несомненно, вечно будут отзываться эхом в пустоте, что воцарится здесь. Разве? Блошиный предводитель, ваша чувственность весьма трогательна, но этот мир не погибнет. Kavak Что? Katsa. Очень великодушно с вашей стороны дарить нам слова надежды, но мы уже приняли свою судьбу. Идемте же, предадим забвению минувшее и предадимся напоследок веселью вместе. Да, Финистра. Я предлагаю вам не просто слабую надежду, сударь, а твердое обещание. У страдания этого королевства есть одна единственная причина, и я покончу с ней собственными когтями. Возможно, не все блохи переживут грядущие испытания, но мир устоит, а ваши караваны вновь будут странствовать по разным землям. Yannaga Что? Mushke. Вы говорите с такой непоколебимой уверенностью, но я не могу позволить себе такой надежды, уж простите. Ё-моё, что бы ни случилось, мы, блохи, останемся здесь до самого конца. И игры, разумеется, продолжатся. Празднуйте с нами столько, сколько пожелаете, дорогая подруга. Блин, люблю я этих блох. Классные ребят. А. Да, я же в любой момент могу просто вот так вот сделать, блядь. Капец. Как же это непривычно. Как же это охуенно. Я забываю об этом. Господи, как же это замечательно. Так. Дорогая горожанка, ваше возвращение живой и здоровый, словно луч света, пробивающий сквозь надвигающую на нас тьму. Бенефрей. Вижу, тут собралось немало пилигримов. Не ожидал, что столь многие выживут. Разрушения вокруг ваших колоколов предполагали худшее. Воистину, все должно было быть хуже. И было бы, если бы не ваша высокая подруга, воительница с сияющими кольцами, которая так удачно решила сделать перевал в нашем городе. Эта доблестная жучиха теперь в одиночку защищает наш город и пилигримов, ищущих здесь убежище. Ее стараниями наши панцири остались невредимы, но как долго она сможет продержаться, я не решаюсь даже предположить. С возвращением домой, соседка. Мир может содрогаться, рушиться, приближаться к своему концу, но пока цель мой панцирь, эта лавка будет работать. Окей. Что это за грохот? Приветствую вас, сударыня. Это всего лишь я, но если вас тревожит разрушение этих земель, боюсь, что часть вины за него лежит на мне. Вина, говоришь? Те, кто придут после нас, могут считать виновными кого им будет угодно. Пока же единственное, что имеет значение, это моя коллекция, и я должна защитить ее.
Ты принесла мне что-то? Да. Это отлично пишется. Окей. Последнее слово от ткачей. Сестры-паучихи, наше бремя перешло к другим. Теперь оно сполна ляжет на других жуков. Не будет ни покоя, ни тишины. Мы будем умирать, ждать и молиться, чтобы однажды явился тот, кто тоже будет повелевать шелком и сможет выткать нам путь к свободе. Я отправился к могилам, что покоится в великой чаще, дабы отдать дань уважения булавнику Клине. Сука. Где он? Великая чаща. О какой великой чаще он говорит вообще? Миофене? Optomanda. Это панцирном лесу. Привет, Сайнекс. Спасибо. Так, ладно. Ну ни хрена себе. Венейра. Шакра, вижу, вы дали отпор этим жукам с черными нитями, и не опасны противники даже для опытного воина. Я упиваюсь подобной опасностью, да и иного выбора у меня сейчас нет. Эти существа осаждают город, они неумолимы и подпитываются силой извне. Ирунаре. Это пустота. Она проникла в этот мир и его оболочки. Я хорошо знакома с ее силой и ее природой. Почуяв где-то живую душу, она жадно ее преследует. Твои слова верны. Среди колоколов собралось немало жуков. Нигде более не найти защиты этой растущей черной угрозы. Им изрядно повезло, что я решил остаться и могу теперь защитить их своими кольцами. Кадестре. Шакра, я собираюсь покончить с этой новой напастью, вина за которую лежит в изрядной степени на мне. Но в одночасье мне с ней не справиться. Постарайтесь продержаться, пока я не доведу дело до конца этому городу, и жукам в нем нужен защитник. Я не вижу никого более достойного. Что ж, дитя, носящее иглу? Хорошо, да будет наше обещание нерушимым. Если ты стремишься покончить с этой отравой, я буду сражаться еще с большей верой в победу. Постарайся поскорее умертвить нашу стенающую землю, дитя, носящую иглу. И знай, что я стану здесь, дабы противостоять этим оболочкам, порабощенным тьмой. Ай, давай все куплю. Насрать. Так. Могильник. Ну, я думаю, могильник, возможно, вот это место. И тут надо засейвить свои по-любому.
Ни хера себе. Это что такое было? Да, блин. Ладно, сейчас. Окей. Да, я оказался прав. Слава богу. О! Ну и ну, ты спасла бедного пленника от такого ужаса, и так радостно увидеть наконец, как эта изящная игла танцует и поет. Странствовать по этим тропам была в них смертельно опасно, тем более сейчас, когда проклятие черных нитей терзает эти земли. Безопаснее всего будет Звонвилле, там вы с соседями сможете защищать друг друга и, возможно, со временем восстановить былое. Конечно, пленник не хотел покидать своих дорогих соседей, но когда мир стал рушиться, он обязательно должен был проститься своей милой Мелатоллой. Но мне, безусловно, следует вернуться обратно. Сейчас нашему городу искусные лапы булавника нужнее, чем когда-либо. Эх, как романтично было умереть от лап пропащих пилигримов прямо у ее могилы, навсегда остаться с ней рядом, не обращая больше внимания на мир, что рушится вокруг. Но судьба распорядилась иначе. Возможно, скромному булавнику и вправду стоит позаниматься своим ремеслом еще немного. Надо полагать, в эти неспокойные времена работы у него будет хоть отбавляй. Будь начеку по дороге домой, булавник. Если тебе встретятся другие жуки, советую избегать их, насколько это возможно. Все, найс, пошли. Повышение уровня для C1 Nex 666. Вот, повышение Случай уровня. Лил 12. Поздравляю. Яннара. Так, отрадно видеть, что ты вернулся, булавник. До дороги, ведущей в чащу леса, к той могиле кишат свирепыми врагами, я тревожился твою участь. О, храбрая воительница, моя героиня. Путь домой и впрямь был жуток, но я вернулся в целости и сохранности. Какое счастье, что ты здесь, ибо мир и впрямь погрузился во мрак.
Яснее ясного, чем в такое время должен заниматься булавник, полировать, заострять и оттачивать, дабы сияние твоего клинка могло пронзить подступающую мглу. Да, Фенистра. Мне вновь требуется твое мастерство, булавник. Я принесла еще немного драгоценного масла. Серака. Столько масла, я уже даже не удивляюсь. Пожалуй, пришло время завершить работу над твоим клинком, придать ему блеск, ярче которого еще не было на свете. Ну что ж, думаю, не стоит откладывать. Хочешь, чтобы я приступил страницы? Let's go, блядь. Зазанна. Этот клинок, коготь ты мой, он готов. Булавник даже представить себе не мог, что такая острота возможна. Клинок светил, зеркальный, кристально чист. Бонва, незнакомка, ты исполнил мое желание, сделал для меня даже больше. Твой клинок теперь не уступает работам лучших булавников прошлого. Хоть Фарлому сейчас и не очень легко, но в его болезненном полумраке твоя игла будет сиять ярким светом. Игла из светлой стали. Длинный швейный инструмент, уникальный баланс которого делает его отличным оружием. Клинок из стали улья, заточен до предела. Круто. Заканчивать будем. Все. Пойдемте спать. Завтра продолжим. Третий акт, походу, вообще нереально крутой. Игра продолжает удивлять. Это действительно так. Ну все. Всем спасибо, кто был.